Сегодня поговорим с вами о фотографировании миниатюр. Расскажу, как это делаю я, расскажу, какой вариант я нашел для себя самым лучшим, который я использую прямо сейчас. Я перепробовал уже множество способов, и вот вариант, который использую сейчас, я считаю самым лучшим, самым таким привлекательным и самым менее затратным по оборудованию и самым таким простым, несложным, но он не самый лучший. Я знаю самый лучший вариант, и о нем сегодня я тоже вам расскажу, конечно же. Да, у нас произошла маленькая смена образа, я подстригся, вот, но я думаю, это не сильно помешает разваливать индустрию покраса дальше и продолжать вам рассказывать, поведывать о новых темах, снимать новые ролики, поэтому мы с вами продолжаем, и сегодня поговорим с вами о фотографировании миниатюр. Свои первые миниатюры я фотографировал вот на той тумбочке, если вы видите. У меня вот с этой стороны окно, и я ставил на эту тумбочку, облокачивал книги, потом клал лист фоновый. Сейчас я даже найду его, у меня здесь где-то рядом, вот. Просто обычный картон, который я купил в художественном магазине. Вот в такой вот формат его ставил, то есть вот так вот его сгибал с книгами. Ставил миниатюру, так, давайте сразу наглядно. Ставил вот так вот миниатюру и фотографировал. Как вы видите, есть и фон красивый, и все замечательно, как бы, да. Но это не самый удобный вариант, потому что я использовал один источник света, это одну лампу и дневной свет. Это, если вы используете дневной свет, это либо после 5 вечера, когда такой свет мягкий и хороший, либо в пасмурную погоду. Но опять же, ты ждешь либо вечер, либо ждешь пасмурную погоду, чтобы сфоткать миниатюры, и это, ну, не самое удобное, как по мне. Лично мне это было не очень удобно, поэтому от этого варианта я отошел, наверное, спустя где-то полгода, но большая часть моих миниатюр, да, сфотографирована на вот этом вот месте, то есть я там убирал компьютер, там стоит мой сейчас ноутбук, убирал его, ставил книги, облокачивал фон и фотографировал миниатюры. Плюсы. Один источник света, вам понадобится всего одна лампа, у меня она даже здесь стоит, но она сейчас не светит, она выключена. Вот такая лампа у меня. Но опять же, это тоже не самый лучший вариант, не для росписи миниатюр, она не очень удобная, не для фотографирования, соответственно. Использовал одну лампу и дневной свет. Минусы. Привязка к времени суток, потому что нужно ждать либо вечер, либо ждать пасмурную погоду, чтобы было все идеально. Ну, либо утром можно дать часов, не знаю, 9, но это не очень удобно, поэтому удобнее было всего вечером, либо все, либо никогда, либо в пасмурную погоду. Поэтому использовалась лампа и дневной свет. Но я от этого решил отказаться, потому что, ну, привязки эти вот все, это тут ты пока понаставишь все, это уже пройдет там час, пока ты отфоткаешь, так вот поставил, потом разобрал, смотришь фотографии, там где-то не очень удачный ракурс подобрал, где-то еще что-то, поэтому приходилось все заново строить, перефотографировать, все заново все снимать. Поэтому от этого варианта я отошел. Потом я долгое время фотографировал здесь, на этом столе. Здесь у меня использовалось уже где-то, наверное, 3 лампы. Это вот эта лампа сейчас светит мне в очки, вы видите ее в отражении в каждом видосе, но, ребят, по-другому никак. Она, в принципе, и в глазах отражается, но мне нравится снимать в очках, и, в принципе, вот эти вот блики, да, возможно, отвлекают, многим они не нравятся, ну, я ничего с этим не поделаю. Даже когда я ставлю сюда, ну, закрываю ее чем-то, там, тканью, либо очень хорошо рассеивает свет обычный пакет целлофановый. Но, не знаю, у вас сильно блики отвлекают, нет, в очках? Напишите в комментариях. Я, честно, не знаю, как с ними бороться. Уже пробовал и ткань, уже пробовал и вот такие вот всякие рассеиватели света. Не особо помогает. А куда-то пересаживаться, но она здесь, если честно, приклеена. Поэтому на двухсторонний скотч я его приклеивал, поэтому я ее никуда не дену, а фотографирую, а где-то снимать с другого ракурса. Мне не нравится. Мне здесь нравится и фон, и здесь хороший свет я поставил. Это такой, типа, светильник стоит.
И здесь, там окно, уже ночь, уже вечер, поэтому света почти нет. В общем, такой вот антуражик мне нравится, но не об этом. Я о том, что я использовал эту лампу, которая стоит у меня, эту черную, которую я уже показывал. Сейчас еще раз. Вот эту вот. Потом у меня была еще одна лампа, и вот эта вот лампа. Я фоткал здесь, но здесь уже мало света. И получается тени, и не очень красиво. Поэтому я перешел с этого формата в формат того, что я просто беру миниатюру, держу ее в руках, и вот так вот включаю эту лампу черную, которую я вам показывал. Вот так вот, то есть просто держу в руках миниатюру на фоне фона, да, вот такого однотонного. Мне нравится этот серый фон, у меня есть еще такой более темно-серый и черный. Вот это такой самый красивый, как по мне. Просто держу миниатюру в руках, включаю лампу, ставлю, чтобы это все светилось, и это уже получается хорошо. Мне просто очень удобно прямо в процессе. То есть я прям за рабочим местом быстро меняю свою грязную доску с красками на красивую такую подложку, однотонную, такого приятного серого цвета. Либо можно использовать обычные листы бумаги, либо фотографировать, кстати, на подоконнике, если у вас совсем плохо со светом, и все это как вариант, я так тоже делал раньше. Вот, поэтому использую фон, в принципе, цвет можно брать любой, но этот мне больше всего нравится. И вот фотку на нем прямо в процессе покраски, то есть быстренько взял в руки, щелк-щелк, сфоткал на телефон и все. Фоткаю я, да, как и сказал, как я снимаю это видео, как и фотографирую, я все делаю на телефон. Телефон у меня не дешевый, и, в принципе, снимать хорошо, мне нравится, я купил его не так давно, обновил свой старый, как вы можете заметить, по качеству видео оно стало лучше. И поэтому фотографирую на телефон, снимаю видео на телефон, потому что мне так удобнее всего. Какую-то брать камеру или еще что-то. Возможно, в будущем, да. Сейчас в этом я большого смысла не вижу, потому что нужно сделать здесь и сейчас. Поэтому пока снимаю все на телефон и снимаю миниатюры, и снимаю вот эти видео для вас на YouTube. Потом перекидываю просто на комп и все. А в целом, не знаю, мне все устраивает как-то. Париться с камерой, да, это имеет смысл, но это имеет смысл, если у вас хороший свет, потому что, как вы знаете, в фотографии очень сильно влияет цвет. Если у вас хороший, там, не знаю, какой-то рассеиватель, хороший свет, желательно 2-3 лампы, и не вот такие, как у меня, такие черные, просто обычные, а желательно на кронштейне вот такая, ну, вы поняли, лампа, которую можно двигать, или как эта штука называется? Короче, такая лампа, которую можно двигать куда хочешь. Она крепится к столу с зажимами, и ты ее вращаешь, как тебе удобно. Вот это вот самый лучший вариант. Желательно на рабочем столе иметь такие две. У меня рабочий стол — это черная лампа, которую я уже показывал, и свет, который отражается у меня в очках. Вот, то есть вот эта вот лампа такая обычная, такая плоская, просто не знаю, как она называется. В общем, вот такая лампа и обычная черная лампа. И мне этого, в принципе, хватает, но этого в любом случае мало. Желательно 2 лампы, как я сказал, на ношу, чтобы их можно было двигать под разными углами, как вам удобно. И это самый лучший вариант, конечно. И фоткать на каком-нибудь фоне и на камеру. Но вообще, если вы хотите брать камеру, что-то улучшить качество, нужно вытягивать еще и свет, как это я сказал. Есть всякие софтбоксы, есть лайтбоксы, кстати, которые просто такой куб для фотографирования мелких объектов, там для магазинов всяких его используют, там, не знаю, с сережками. Вот такое обычно происходит, просто такой софтбокс, такой лайтбокс, я знаю, есть такая штука, просто там светодиоды, которые освещают миниатюру. Ставишь туда черный фон, ставишь туда, там, не знаю, белый фон и фотографируешь, да. В случае, если у вас отличнейший свет, который поможет вытянуть картинку и поможет хорошо сфотографировать, да, тогда, может быть, имеет смысл фотографировать на профессиональную технику. А так вот, как я, быстро в процессе, в принципе, это неплохо, но, опять же, это не самый лучший вариант, и это пока временное решение, которым я сейчас пользуюсь. То есть, просто фотографирование в процессе. Ты просто ставишь такой вот фончик, держишь миниатюрку в руках и фоткаешь. Вариантик неплохой,
Вариантик хороший, такой просто спартанский, быстренько, бам-бам. Взял, сфотографировал, выложил, сразу фоточка полетела в инсту. Опять же, я делаю фотографии для соцсетей, для группы ВК, для Инстаграма. Если кто не подписан, ссылочки будут в описании. Обязательно подписывайтесь, там еще больше движа. И поэтому, в принципе, я делаю все на телефон, потому что я сразу же пыляю все в инст и пыляю все в группу. А как-то через профессиональную технику, ну, я не знаю, я не отправляю куда-то там выставки какие-то свои работы или еще что-то. Мне не нужно прям супер качество, потому что телефона мне вполне хватает, телефонной камеры. Сейчас, в принципе, все современные телефоны снимают плюс-минус одинаково неплохо. Даже мой старый телефон, который был до этого, он был достаточно дешевый и фотографировал не стыдно. Главное хороший свет и главное хорошее место, там, не знаю, красивенький фон, либо, не знаю, что вы там еще придумаете. Можно просто на столе фотографируйте, как вам удобно. Я вам рассказал, как это делаю я. Если был полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите еще, что думаете насчет моего способа и как его можно улучшить или как фотографируете миниатюры вы. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.